Привет всем, вы снова у нас на канале, давно не виделись, не снимали видео, и сегодня я решил для вас снять обзор, сравнение тех роутеров, которыми я сам пользуюсь, и мне они очень нравятся, и каждый выберет что-то для себя, я думаю. Если не эти роутеры, то похожие. Сегодня у нас на обзоре пришло два роутера. Первый это Xiaomi, вот он, кстати, стоит, красавчик. Xiaomi AX6000, прекрасная вещь, пропользовался 1 год, просто в восторге. Вторая моделька, более такая современная, давайте я вам покажу ее. Вторая вот движ, вот такой вот у нас Asus ROG AX6000. Название, да, у них похоже, может поэтому я их и купил, не знаю. Это уже чуть-чуть немножко другая категория и другая цена, совершенно другая цена, то есть этот роутер дороже где-то в 3-4 раза, чем Xiaomi AX6000. Почему, я скажу дальше видео и объясню. Сейчас, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте в курсе всех событий. Видосики буду снимать для вас почаще, поинтереснее. Надеюсь, вам все понравится. Поехали! Смотрите, в этом у нас роутере, кстати, он стоит позади меня, не знаю, видно, не видно. Вот он, кстати, вот стоит. Вот стоит у меня этот роутер Asus с подсветкой RGB, и я сейчас как бы вот им пользуюсь, я вам сейчас тоже покажу. Это вот машина, очень крутая, да, подсветка есть, да, это все классно. Но он позиционирует себя как игровой роутер, и очень крутой, очень тут просто совершенно все бомбически напичкано. Но по скорости этот роутер и вот этот роутер одинаковые. Если сравнять по скорости, 6000, 6000, окей. Портов здесь больше, здесь меньше. Xiaomi у нас здесь получается по скорости до 6000 мегабит, Wi-Fi 6, Mesh, 4К там бла-бла-бла. Умный дом за счет этой прекрасной антенки, то есть вы можете подключать все устройства, которые Xiaomi у вас дома находятся, спокойненько. Это отдельная антенна именно для этих устройств. И да, у нас сейчас вот в квартире 3 комнаты, 4, да, и честно по всему дому, где бы ни стояла в уголочке там техника, у нас есть увлажнитель, там есть лампа, есть некоторые устройства Xiaomi, как бы, и вот эта вот штучка классно с ними соединяется, то есть все хорошо работает, и оно отдельно ловит. Также все антенны распределяются, они автоматически распределяют скорость. Вы можете настроить в приложение. Приложение Mi Home очень удобное, очень быстрое. Вы его ставите, и все там просто идеально показано. Просто настроили за 5 секунд. То есть никаких вообще вопросов. То есть эта техника именно для домашнего использования классно, для скорости тоже, в принципе, хорошо. Порт WAN на 2,5 ГГц, 2,5, друзья, я даже не знаю, это просто огонь. Здесь как бы подсветочка есть, здесь подсветочки нету. Кому она нужна, непонятно тоже. Процессор Xiaomi 2 ГГц, MediaTek, 512 МБ ОЗУ и 128 флеш. То есть, в принципе, здесь чуть-чуть меньше, чем в этом. В этом у нас 2 ГГц. 4 ядра, 2,5, 2 разъема по 2,5 ГГц. Если вы геймер, то да, зациклитесь на этом деле, это классная штука. Может есть еще покруче. И новые модели тоже приходят, но это круть, конечно, друзья. Здесь 2 по 2,5, здесь 1 2,5 ГГц, 1 на 1 ГБ. 1 гигабайт оперативы, 250 флеш. То есть здесь 250, здесь 128. Здесь у нас 1 гигабайт, здесь 512. По портам то, что я сказал, да, 2 на 2,5, 1 на 2,5. Тут вообще всего 4 разъема, как бы, да, 2,5, WAN, LAN, 3 штучки. То есть можно переключаться между WAN и LAN, в который второй 1 гигабайт. У него там переключаете сеть, и можно потом настройки. В принципе, настройки не супер шикарные. Но по данным, по передаче, вот у нас сейчас 4-й этаж. Этот пользовался и этот пользовался.
С этим роутером на улице ловит, но иногда отваливается связь. Но ловит далеко. Я даже не могу сравнить, ребята. Вот я отхожу метров на 50 от дома. Подхожу к дому, у меня уже бомс, Wi-Fi подключен. То есть я просто на улице иду мимо дома с 4 этажа. Он стоит, как бы, этот роутер в комнате, вот позади меня. И с окна, как бы, да, там он там ловит. То есть он ловит. Но я заметил такую штуку, что вот с этим быстрее загружается на улице. Быстрее загружается, и с этим оно вроде подключилось, но задержка, то есть идет какая-то, и оно очень долго там что-то сообщение отправляет. Вот с этим таких проблем не было, то есть он дальнобойный. Дальнобойный, тут только 4 антенны, но тем не менее он дальше бьет и стабильнее соединение идет в этом роутере. Именно вот Asus ROG GT AX6000 это именно геймерская модель с шикарным железом, просто с бешеными настройками, друзья, я вам сейчас покажу. Тут просто завал. Вот завалы можете настроить, VPN, и всякие там дополнительные защиты, и распределение на каждое устройство отдельно, скорость передачи, какую-то защиту, какие-то порты. Вы все это можете самостоятельно распределить, добавить FTP сервер, Cloud, подключить сюда то же самое. Здесь еще USB вход 3.0, 2.0. Подключить внешний жесткий диск, который будет у вас постоянно находиться в сети, где бы вы ни были, можете подключиться к этому жесткому диску, такая себе интернет-память, даже если вас нет дома, это круто. В этом такого нет, то есть, естественно, переплата идет за вот эти все фишечки. Но если вы берете для дома, и вам нужен роутер классный, то берем вот эту вот вещь. Если чисто для техники, для интернета, для там фильмов, пожалуйста, вот этот вот Xiaomi очень хорошо вам подойдет. Если хотите что-то такое, и у вас есть лишние деньги, и как бы дети там играют в компьютер, да, и вы хотите контролировать полностью весь процесс, VPN, здесь, кстати, VPN, OpenVPN, здесь его нет. Здесь стандартная VPN-система. То есть, если эти OpenVPN, который сейчас везде ставится, то нужно только перепрошивать. Прошивка есть в открытом доступе в интернете, но опять же, если перепрошьете этот роутер, то как бы скорость упадет. Скорость упадет, понятное дело, но... Друзья, здесь встроенный OpenVPN. Я его поставил. Если вы находитесь в Китае и вы поставили сюда OpenVPN, и он хреновый, как у меня, то толку от него нет. Потому что я подключил, допустим, фишка классная, вы можете на каждое устройство точно так же и вывод, и скорость, и ставить VPN на каждое устройство отдельно, по вашему IP, по вашему MAC адресу на каждом устройстве. Я поставил на один телефон, подключил VPN, но он хреново очень-очень грузит, потому что процессор именно роутера и процессор телефона, когда ты подключаешь на телефоне VPN, не сравнить. Ну, то есть телефон намного мощнее и быстрее подключается. Здесь он дает, но режет скорость очень хорошо. То есть даже если вы раздаете чисто с VPN, скорость будет просто печальная. Как у меня, в моем случае, очень печальная скорость. Она и до этого на телефоне подключается не очень. А когда еще так, то очень печально. Но фишка в том, что он есть, если там чисто для сообщений, то good. Если фильм смотреть, то лучше уже VPN подключать именно на вашем устройстве. И не ставить отсюда. Давайте перейдем именно к внутреннему функционалу и покажу, что как. То есть здесь тоже можно через компьютер подключиться, но я вам покажу в телефоне. Здесь у нас подключение идет через комп и через телефон. То же самое. Но через комп намного удобнее настраивать и очень быстро подключаться. Раз поставили настройку, заходите под своим логином, и все четко. И здесь все функции, которые просто дают вам настолько расширенную область настройки, что вы просто можете неделю разбираться. Кому-то это интересно, мне это лично интересно, поэтому я купил его. Пока покажу приложения, как они работают. Итак, показываю, друзья. Ну, в общем, теперь по настройкам и по функционалу внутри приложения, да. То есть слева я вот подключился через браузер, это именно к Asus ROG. Справа через телефон просто открыл приложение, чтобы сравнить, и просто посмотрите на Xiaomi. Xiaomi чисто для дома, ориентация, никаких геймерских приколдесов тут нету. Ну, то есть роутер, сеть показывает стабильность, сеть mesh, подключение, все устройства. Настройка сети идет, есть оптимизация, кстати, очень полезная. Обновление, оптимизация Wi-Fi часто пользуюсь. Это прикольно, когда ты вот, он там что-то зависает, он распределяет сеть, и все так классно. Все, гостевая Wi-Fi, в принципе, все это есть, защита тоже есть, таймеры отключения есть, и ограничение скорости тоже есть. То есть и светодиодный индикатор можно отключать, можно включать, если хотите.
То есть больше ничего такого как бы супер сверхъестественного здесь как бы и нету. То есть вы настроили себе раз и больше сюда как бы и не заходите. Что касается, вот я вам сейчас покажу по нашему Asus. То есть по Xiaomi я больше говорить не буду, потому что мне кажется, как бы я лично здесь не пользовался ничем, кроме оптимизации и одной настройки. Все, ничего я больше не ограничивал никому скорость, ничего не делал. Вот, ограничение скорости есть и здесь, и здесь. Вот, давайте пока сейчас покажем теперь чисто Asus. По Asus здесь все тоже обалденно. У меня английский и китайский, потому что в Китае. Есть у нас тут VPN-сервисы. Давайте вот настройку посмотрим главную. Здесь очень много всего. То есть если вы покупаете именно этот роутер, это и для игр круто, и вообще. Здесь настолько они накрутили настроек, можно настроить все, что угодно. Вот на 3 риска они там мне предлагают там какие-то блокировки поставить. И я здесь, в принципе, ничего не трогал. Parents Control, понятно, если у вас есть дети, можете настроить. Время даже есть. Можете отдельно настраивать. Это невероятно для дома. Если папа сидит и хочет ограничить какие-то там сервисы, ограничить скорость, время, то как бы не нужно кричать, заходить в комнату, там дети вырубите интернет или вытаскивать с розетки. Вы просто отключаете для их устройств Wi-Fi здесь, в роутере, и все. То есть вы отключили, и как бы дети уже не будут сидеть в интернете, ну только мобильный интернет, понятное дело. Как бы тоже сейчас есть, но Wi-Fi они не смогут торчать постоянно, а интернет быстро заканчивается, если все знают, да. Есть ускорение, ускорение тоже крутое, здесь тоже можно настраивать все отдельно. Я настроил чисто для компьютера, вот, я для одного компьютера поставил, чтобы он у меня был, короче, в приоритете, якобы он игровой. Вот, ну там есть разные как бы схемы, вот видите, у меня вот стоит для гейм. Здесь просто удобно нажимаете «Включить». Здесь добавляете потом устройство. Здесь у нас тоже включен Game Device Priority. Все, и здесь можно даже скорость настраивать. Вот, ну как бы у меня в принципе все прекрасно. Я здесь настроил, добавил устройство, свой компьютер. Поставил, что он гейм в приоритете, на кос, и все. И все как бы работает. Вот. Вот есть специальные уже встроенные как бы для игр, кто играет вот в игры. Здесь даже есть настройки специально для каждой игры. То есть вы можете вот много количества игр, которые есть здесь, поддерживают. Можете ее выбрать, во что вы играете, допустим. Здесь, то есть большинство самых трендовых, смотрите, вот список большой, игр, которые люди играют. И вы можете гейм-профиль настроить. Вот, и сразу же здесь вам покажет, где лучше, какой вот подключиться, включить порт, с которого будете подсоединяться. Это просто мега. Вот, тоже вот радар для игр. То есть здесь все сделано для игр. Скорость показывает нам, где лучше, где связь ловит. VPN. Вот VPN я взял почему-то чисто для того, чтобы у меня был VPN Open настроить. Я его настроил. Только настроил я отдельно для каждого устройства. То есть я вот VPN Fusion взял и сюда добавил себе настроечку. Вот, добавил, да, настроечку VPN. Главное, смотрите, чтобы был статус подключен. Вот тут Activate, потому что если вы нажмете, что-то меня выбило, секундочку. Вот если сейчас перейдем опять в VPN. Если вы тут вот нажмете, да, то она вот все, типа отключилась якобы. Но и иногда, друзья, не вот здесь, допустим, функцию, если нажимаете, нужно еще apply, потому что я вот добавил, думаю, что не работает. Я вроде поставил галочку, не работает, нужно apply обязательно нажать, потому что потом вы, ну, как бы, думаешь, нажал, и все, якобы должно работать. Но вот здесь заработало, вот он теперь подключается. Это для одного устройства вот у меня стоит VPN. Но он медленный, поэтому я для других не включаю. Если включу для других, то они все будут медленные. Я включаю на компьютерах отдельно себе VPN, потому что я нахожусь как бы в такой стране, которой все заблочили к чертям. Поэтому в Китае, друзья, это не актуально. Анализ трафика, кому интересно, тоже могут смотреть. Связь. Вот у меня еще есть USB. Кстати, очень классная штука. Подключение к USB. Я просто балдею. Это круто. Вы можете подключиться, поставить постоянно в онлайне свое устройство, который будет здесь находиться, и вы будете к нему подключаться. Это круто вообще, я балдею от этой функции.
Гостевой тоже можете подключить. Настройки, кстати, можете сделать 2 сети, можете сделать одну сеть. То есть 2 сети, там 2,4 и там 5 ГГц. Или можете сделать одну, которая будет сама определять, какое устройство там будет что-то куда подключаться. Ну, то есть как вам удобно, пожалуйста. Я сделал одну сеть, то есть не 2 Wi-Fi точки, а одна точка будет. И подключается оно мне как бы какое устройство само там определяет, что ему надо. Выходы тоже здесь все настраивается, и роут настраивается, друзья. Это, знаете, я вот еще не совсем функциями разобрался, то есть взял только то, что мне нужно. Там USB, FTP сервер, OpenVPN, вот это вот все настроил. Все, да, то есть можно, вот, кстати, эти классные функции, AI-диск можно подключаться. Вот, но если, как я вот нахожусь, допустим, мне тут интернет подключен как от групп в доме жилом. И эта сеть как бы, да, распределена от всех. То есть нет отдельного блока для меня только. И я не могу подключить iDisk, потому что оно считает, что как бы тут групповой этот доступ. Поэтому у меня это не получилось. Но FTP сервер, все работает прекрасно. Вот принтеры 3G, 4G вы можете вставлять в этот роутер 3G через USB и будет интернет. Это тоже бомба. Это вообще, то есть модем внешний поставили и все круто работает. Это я не знаю. Вот iCloud. Да, кстати, вот его я именно не смог iCloud подключить. Вот, то есть, ну, FTP спокойно можно подключать, тоже не проблема. Amazon, Alexa, друзья, видите, вот все это дело можно настроить. Это просто круть. И управление, и есть команды, и тоже это все можно настроить. Ну и страну тоже, вот как бы тут небольшой выбор. Но тем не менее, если есть прошивка, можно перепрошить кому надо. Что у меня стоит оригинальный китайский, а тут английский китайский язык. Тут очень много функций, и я не могу их все перечислить. То есть самое основное я вам сказал. И я думаю, кому будет еще более интересно, он может спокойно зайти вот сюда, все это дело, спросить, допустим, в GPT-чата, или, знаете, как делаете вот умно, берете это вот все, копируете, Ctrl-C, и отправляете GPT-чату, спрашиваете, мне нужно то-то, то-то, он вам просто пошагово объяснит, куда тебе зайти, и как тебе все настроить. И это реально классно. То есть тайм-машин можете настроить на вашу флеху. Вот доступ к моему жесткому диску я вам тоже могу показать. Это очень, кстати, удобно. Там в сети, да, допустим, у меня вот есть в сети сеть, вот мой, пожалуйста, роутер, и здесь все мои папочки открываются за 5 секунд. Вот, все файлы, как бы я могу спокойно открыть, и здесь как бы вот все круто, быстро, и никаких задержек, друзья, то есть все это в сети находится, и я от этого, конечно, балдею. То есть надеюсь, вам все это понравилось, и было полезное видео. То есть здесь все настройки понятные, ничего такого, тут все просто подключено, USB, оно показывает, что подключено, что отключено. Точно так же у нас есть то же самое вот приложение Asus для этого роутера. И здесь у вас устройства управляются. И здесь тоже у вас много настроек есть. И можно как бы и настраивать и дополнительно, и темы, и устройства, и семья, и настройки. То же самое то, что есть вот у нас в веб-версии, в веб-браузере. Но здесь больше. То есть именно на веб-браузере больше настроек. Но те же, в принципе, все есть и здесь. То есть, друзья, надеюсь, вам все понравилось. В принципе, вы поняли для себя, что это чисто вот для тех, кто дома, у них все классно, ему не нужно заморачиваться, не нужно распределять ничего, то вы можете не париться и спокойно купить этот роутер. Он дешевый, он классный, скорость современная, все подходит. Если вы такой вот, как я, хотите, чтобы у вас было круто, все настраивать самостоятельно, распределять на все устройства, думаете, кто-то там вам что-то насолил, соседям раздали интернет, укрутили, скорость ограничили всем, кому надо. Короче, полный доступ у тебя. Понял, да? Мужики меня поняли. Вот это вот огонь. Просто огонь, друзья. Вот эта штука, что если вы геймер, или вы хотите сами все настраивать и кому-то что-то ограничивать дома. Вот это вот оно. Если как бы вы играете, тоже оно. Если вы не играете, смотрите фильмы, у вас все, дом подключен, умный дом, Xiaomi. Классная вещь. И это, и другое. Обалденные вещи, крутые. Здесь чуть больше сигнал. Навороченный, через стенки бьет, везде бьет. Вот это вот круть. Рекомендую.
если есть денежки и нужно что-нибудь такое вот попариться. Всем спасибо, надеюсь, вам понравился обзор. Сказал, что мог, что заметил по этим роутерам. Если было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, я вам все отвечу. Кому хочется еще посмотреть какие-то обзоры на другие роутеры или вообще другую технику, пожалуйста, пишите, можем достать все, что угодно и сделаю для вас обзорчик. Все, всем спасибо, пока-пока.